Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Пых, и канал о жизни и работе в Японии. Сегодня мы с вами поговорим о рабочей визе, о том, что не стоит делать по ней в Японии, и как не допустить того, чтобы у вас ее отобрали, и в худшем случае вас депортировали из Японии сроком до 5 лет. Меня голуби атакуют, ребят. Реально, меня атакуют голуби. Миграционная политика Японии такова, что сейчас существует 16 видов различных рабочих виз. Есть эйджукен, он же вид на жительство, есть супружеская виза. Ну, а мы сегодня говорить не будем, потому что супружеская виза и эйджукен – это вещи совсем другие, и по ним вы можете работать где угодно. Что касаемо рабочей визы Японии, то рабочая виза Японии обуславливает то, что вы работаете непосредственно по той специальности, которая указана, да, у вас в дипломе, соответственно, ну, в ряде случаев, то есть в дипломе, то есть в той сфере, которая указана у вас в визе, и в другой сфере вы работать не имеете права. Кстати, здесь важный момент, что, например, вдруг вы решили уволиться, поменять место работы, и думаете, что визу, которая у вас есть, вы можете использовать. Это не так. Рабочая виза представляется конкретно от конкретного работодателя. Соответственно, данный работодатель является вашим гарантом. И если вы уходите от данного работодателя, увольняетесь, то он перестает быть вашим гарантом. Вы не имеете права работать по данной визе в другой компании. Вам необходимо переоформлять. Если вы вдруг уходите, то вы обязаны сообщить в иммиграционную, да, офис, что у вас меняется место работы, вы ищете работу, и вы получите 3 месяца на поиск работы, на последующее поиска нового работодателя и оформления визы. Соответственно, 3 месяца у вас есть, чтобы найти новую работу. Поэтому, если вдруг вы решили сменить место работы, сначала лучше найдите место работы, поговорите с работодателем, если он готов вас взять и оформить вам визу, потому что не каждый сможет визу оформить. Там есть ряд требований тоже от работодателя, и доход, и количество сотрудников. То есть, если он дает вам добро, он может вам сделать визу, увольняетесь, спокойно идете и переоформляете рабочую визу на другую компанию, например. Да. Сегодня говорю еще с вами, почему можно потерять рабочую визу, если вы нарушили закон. То есть там какое-то преступление нарушили, это понятно, это логично. Но есть и другое, то есть то, что не все иностранцы знают, а стоит об этом поговорить. Так называемый фукугё и разрешение фукугё, потому что фукугё это дополнительный заработок на стороне, особенно, может сказать, байта, арбайта, да, как его говорят еще. Это то, что может вести к потере вашей рабочей визы, если вы не будете соблюдать правила, которые для фукугё тоже обусловлены, в частности для иностранцев. Вообще фукугё, да, дополнительный заработок на стороне, это то, что прописано в трудовом договоре. И если в трудовом договоре у вас указано, что запрещено, то подрабатывать вы не сможете. Ну и либо вам придется подрабатывать, например, фриланс, скажем, да, пойти там где-то в интернете что-то делать. Это, в принципе, мало кто просечет, да, вы спокойно сможете так подрабатывать. Но если, например, вы будете подрабатывать, как я вам сказал, кстати, да, про японца, ему не хватило зарплаты, он пошел подрабатывать вечером в комбине. И в комбине пришел ему непосредственно начальник, увидел, и его уволили, потому что в контракте указано, что подрабатывать ему запрещено в КГО Кинси. Чтобы этого не было, соответственно, нужно спрашивать. Хорошо, вы узнали, у вас в КГО разрешено, что вам делать дальше? Если вы собираетесь подрабатывать в той же сфере, абсолютно в той же сфере, что у вас рабочая виза, то вам никакого разрешения не нужно. То есть, например, вы работаете учителем английского языка, да, в каком-то там школе, например, или в институте, вы в неурочное время будете подрабатывать, давать частные уроки английского языка. Это нормально, никакого разрешения вам не нужно. Можете спокойно подрабатывать. Но вдруг, например, вы решили подрабатывать, допустим, учителем русского языка, да, это запрещено, потому что вам нужно брать на это разрешение. То есть это деятельность, которая не указана в вашей визе, в вашей рабочей визе. Это запрещено еще раз. Либо, например, там, не знаю, на компьютере что-то подрабатывать в офисе. Это тоже будет запрещено, и, соответственно. Что такое разрешение? Разрешение называется Шикакугай Кацудо Кёка. Это разрешение на подработку. Есть этот бланк, кому захочется, может посмотреть даже на официальном сайте, да, Министерство японского. Все это есть, причем там обязательно нужно указывать, где вы будете и в качестве кого подрабатывать. Без этого вам его не дадут. То есть непосредственно вы должны сначала найти место подработки и затем его указать и подать данное разрешение. Но тут есть три момента, которые нужно учитывать при поиске подработки, при оформлении, да, разрешения на вот это вот фукугё, скажем так. Это первое.
ваша подработка, ваш сторонний заработок не должен быть в ваше рабочее время. То есть не должен мешать вашей работе. Соответственно, да, там, работаете вы до 5 вечера, соответственно, подрабатывать можете после 5 вечера, да, грубо говоря. Второй момент. Ваша подработка не должна являться основным заработком. Например, были такие случаи, кстати, среди граждан Китая тоже, что имеет рабочую визу, работает, типа как работа оформлена, но при этом имеет 3-4 подработки и на них получает большие деньги. Это запрещено, потому что у вас есть виза, вы обязаны по ней работать, а не получать на заработок так от сторонних доходов. Мне сейчас скажут, например, да, ну как так получилось. Если вы работаете, например, подрабатываете фрилансером, то это нормально, в принципе, никто ничего этого не узнает. В большинстве случаев, наверное, не узнает. Но если вы, да, будете где-то работать на заводе, может, ночью там или в комбине, кстати, вот чуть позже, то если споймают, то визу могут аннулировать и вас могут выслать до 5 лет запрет въезда в Японию. И третий момент, да, который мы следуем, это танжуродо кинси. Что такое танжуродо? Это как раз таки есть, да, комбини, это пробивание чеков, да, в магазине, то есть работа на кассе, это работа официантом в каком-то питейном заведении, либо в кафе, это запрещено. То есть все, что кроме этого, вы можете делать. То же самое, опять-таки, наверное, завод, скорее всего, в принципе, нормально. Но если вы получите на это разрешение, еще раз напоминаю, если вы без разрешения будете заниматься активной деятельностью, получать за это деньги вне рабочего времени, то вдруг, если споймают, вас имеют полное право аннулировать, во-первых, вашу рабочую визу, во-вторых, выслать из страны и запретить сроком до 5 лет. Есть такие случаи, есть такие прецеденты, да, их мало, но они имеют место быть, поэтому я просто хочу, чтобы вы были осторожны и в случае чего не говорили, что я ничего не знал. Данное видео, в принципе, для этого и создано, чтобы вы получили данные о том, где можно подрабатывать, где нет, не ваша основная деятельность. То есть, если, еще раз говорю, это если у вас есть рабочая виза, а вы хотите получать доход больше. Почему об этом я, кстати, хотел вам рассказать? Потому что сейчас зарплата в Японии не растет. Более того, она не растет уже последние 40 лет. Поэтому в Кугё для японца сейчас нормально. Многие этим занимаются, многие кто-то подрабатывает. Например, да, я YouTube, хотя у меня тут, там капает 200-300 йен всего в месяц. Но не суть в этом. То есть это нормально, и многие блогеры тоже так же делают. Например, немало ребят, у которых есть своя работа, а он подрабатывает, например, там, пишет фотографии, там, фотографом, видео снимает, еще что-то. То есть много различных видов подработок. В интернете их полно, кстати, для японцев это нормально. И многие фирмы, да, кстати, в самом начале, что в Кугё разрешено, в договоре указано, что можете подрабатывать, поэтому ничего в этом нет. Скорее всего, то есть, я думаю, если вы будете работать в Японии, у вас будет контракт написано, что в Кугё разрешено. Если не указано, то лучше спросите у своего непосредственного начальника, либо у тех же самых сотрудников, с кем работаете. Например, я думаю, не знают об этом. Можно делать на стороне, да, какие-то махинации, чтобы заработать, либо нет. Вот мне дождик начался, кстати. Пора тебя сматываться. Поэтому на сегодня все, дорогие друзья. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи.